34 января 2024 года мир потрясла новость. В самом сердце Антарктиды, под ледяным куполом толщиной в полмили, исследователи неожиданно наткнулись на загадочную аномалию, которую никак не могли объяснить с помощью известных геологических моделей. Все началось почти случайно. Команда международной экспедиции, работающая на станции неподалеку от плато Гамбурцево, зафиксировала непонятные колебания на новейшем радаре глубинного сканирования. Приборы показали гигантскую, идеально симметричную полость, идущую вглубь на сотни футов, словно ворота в другое измерение. Экспедиция, вооруженная ледорубами, портативными лазерными резаками и мини-роботами, незамедлительно бросилась на место. На поверхности не было видно ничего примечательного, только ветреный пустырь, укрытый вековым снегом. Но когда инженеры начали плавить лед лазерными струями, под 40-м футом их ждал настоящий шок — металл. Холодный, серый и неестественно гладкий. Ни одна известная цивилизация и близко не подходила к подобной обработке металлов в столь далеком прошлом. Лед вокруг находки был идеально прозрачен, как в капсуле времени. Самым удивительным был не просто слой металла, а огромные двери высотой почти в 15 футов, украшенные странными барельефами. На барельефах можно было различить фигуры с удлиненными черепами и сложным орнаментом, который не напоминал ни один известный язык. Одна из фигур держала в руках загадочный предмет, напоминающий что-то среднее между сферой и жезлом. Двери были не повреждены временем, на них не было ни ржавчины, ни следов коррозии, будто их поместили под лед вчера. Когда робот с камерой под управлением оператора приблизился к створкам, приборы зафиксировали слабое магнитное поле и абсолютно ровную температуру металла, невзирая на лютый внешний холод. Команда отправила робота в узкую щель между дверями, и со старта камеры передали невероятное. За массивным проходом начинался туннель, выложенный из неизвестного сплава. Даже свет, пробегающий по стенам, отражался странно, слишком гладко, с каким-то призрачным голубоватым свечением. Работы начали движение вперед, их фонари выхватывали из темноты огромные рельефы, на этот раз изображающие целые сцены. Процессии, здания, какой-то обряд, в котором фигурировали люди и существа, совсем не похожие на современного человека. Внезапно в туннеле начались всплески электромагнитных волн, так словно подо льдами кто-то включил мощное оборудование. Аппаратура зашкаливала, связь с роботом прерывалась и восстанавливалась рывками. Ученым потребовалось несколько часов, чтобы взять под контроль сигнал и возобновить исследование. Но дальше камера вывела на экран еще более поразительную картину. Туннель вывел в огромный купольный зал, по диаметру сравнимый с футбольным полем. Центральная часть зала была утоплена, а по его периметру стояли конструкции, напоминающие пьедесталы, на каждом из которых был закреплен странный предмет, то ли артефакт, то ли часть загадочного механизма. Ученые торопились сканировать каждый дюйм помещения, загружая изображения на серверы в режиме реального времени. Отдельные артефакты были покрыты символами, клубки которых выбивались из всех известных лингвистических систем. Один из пьедесталов был пуст, на нем четко различалась форма, словно здесь лежал какой-то особый объект, недавно исчезнувший или кем-то забранный. Исследователи обменивались короткими тревожными сообщениями, пытаясь понять, неужели кто-то уже бывал здесь до них. Весь мир на несколько часов замер, следя за каждым обновлением. Пока ученые анализировали зал, под толщей антарктического льда постепенно раскрывался целый комплекс, уходящий лабиринтом дальше и глубже, подчеркивая, эта находка не просто новый археологический объект, а настоящий вход в утерянный мир, существование которого еще недавно казалось фантастикой. И все только начиналось, ведь самое невероятное открылось чуть позже, когда команда обнаружила среди древних артефактов нечто, что перевернуло бы представление о нашей истории с ног на голову. Когда первые лучи ультрафиолетовых фонарей залили центральный пьедестал в купольном зале, камеры тут же зафиксировали нечто, отдаленно напоминающее карту. Огромная металлическая пластина, потемневшая лишь по краям, была покрыта сетью линий, пересекающихся под малейшим углом. Помимо линий, на поверхности ясно выделялись геометрические символы и спиральные узоры, которые светились тусклым синим светом, едва камера ловила их под нужным наклоном. Руководитель экспедиции первым предположил, перед ними карта. Но карта не просто местности под Антарктидой, а неведомой земли, некогда простиравшейся подо льдами. Карту аккуратно подняли с пьедестала с помощью манипуляторов роботов, чтобы не оставить ни одного отпечатка пальца.
Все данные немедленно загрузили для расшифровки в лабораторию, а изображения моментально распространились по рабочим терминалам. Фрагменты топографии на пластине никто не смог узнать. Не совпадали ни современные очертания континентов, ни рельефы, которые можно было бы связать с известными материками. Зато среди символов выделялись 4 крупных круга, каждый был соединен с центром сложной системой каналов. По мере сравнения линий стало ясно, эта карта показывала не ледяную пустыню, а целую сеть рек, озер и зеленых долин, существовавших здесь задолго до того, как материк погрузился в мороз. Один из участников экспедиции заметил, структура каналов наводит на мысль о мегаполисе со строго организованной планировкой. В центре структуры находился огромный овал, отмеченный символом, похожим на стилизованное солнце. На обратной стороне металлической пластины лазерный сканер открыл еще один слой гравировки. Здесь были нарисованы изображения странных летающих аппаратов, которые парили над землей, и некого устройства, по форме напоминающего одновременно радар и часы. Особое внимание ученых привлекло то, что рядом с аппаратами были изображены люди с вытянутыми назад черепами, причем на многих головах виднелись короны или диадемы. Расшифровку и перевод поручили сразу нескольким группам специалистов. Лингвисты принялись сопоставлять найденные символы с древнейшими письменностями. Одна из групп обратила внимание на параллели с загадочными надписями на камнях острова Пасхи, другая — с письменностью харабской цивилизации. Но решающим стал момент, когда в самом центре карты нашли крошечный вырез, напоминающий паз для вставки какого-то кристалла или ключа, которого в зале не оказалось. В этот момент процесс сканирования карты случайно вызвал реакцию. Синий свет на пластине начал мерцать волнами, а по всей поверхности мгновенно проносились световые линии, как будто кто-то включил древний проектор. Операторы в панике замерли перед мониторами. Карта ожила, и на ней стали проявляться новые очертания. Линии смещались, и какое-то время вся комната была освещена таинственной проекцией. Перед глазами ученых, как на ладони, предстали очертания материков, которых больше нет на современных глобусах. Некоторые части карты напоминали южные берега Африки и Южной Америки, но были соединены перешейками, давно ушедшими под воду. За считанные минуты карта показала развитие инфраструктуры, сначала густые леса и огромные озера, затем появление городских построек, прямоугольников, уходящих до самого горизонта. Это был не просто рисунок, процесс напоминал ускоренную съемку прошлого, будто сама пластина была носителем визуальных данных, вмонтированных прямо в ее кристаллическую структуру. Технический специалист выяснил, карта реагирует на определенную частоту ультрафиолета, которую случайно удалось поймать при перемещении фонаря над поверхностью. Теперь команда аккуратно работала в защитных перчатках и очках, постепенно изучая каждый фрагмент. На одном из сегментов высветился миниатюрный текст, длинные строчки, которые правая часть лаборатории тут же начала сканировать. Перевод оказался крайне сложным, однако несколько знаков удалось распознать благодаря отсылкам к древним шумерским и египетским иероглифам. И смысл этих знаков намекал на некую древнюю столицу, или сердце мира, существовавшее задолго до появления Рима или Мемфиса. Когда проекцию сверили с данными по тектоническим сдвигам, ученые поняли, эта карта не отражает современный мир, она запечатлела пейзаж, каким он был десятки тысяч лет назад, до ледникового периода. Данные вызывали шок. Не только Антарктида, но и соседние материки выглядели иначе, а на территории, теперь полностью скрытой под льдом, существовала развитая сеть населенных пунктов и транспортных каналов. В заключение, в самой нижней части карты была найдена надпись, выполненная едва различимым шрифтом, который все еще не удавалось расшифровать полностью. Но рядом с этим шрифтом был выгравирован круглый символ, словно стильный отпечаток, который ни на что не был похож. Именно этот символ несколько раз повторялся на стенах зала и на предметах, найденных в соседних туннелях. И пока эксперты ломали голову над полученными данными, в дальнем конце комплекса роботы случайно наткнулись на новые залы, где древние технологии обещали еще больше тайн. В первом технологическом зале экспедицию встретила настоящая лаборатория древности. Вдоль стен стояли блоки из неизвестного металла, отполированные до зеркального блеска. На этих блоках размещались цилиндры, похожие на гигантские батареи, каждая не меньше 3 футов в длину. Несколько приборов продолжали мерцать голубым светом и показывали слабый, но устойчивый электрический потенциал, хотя по приблизительным датировкам возраст комплекса уходил за десятки тысяч лет.
Одна из камер робота отобразила крошечные каналы, по которым слабо светилась жидкость, напоминающая ртуть, только в 100 раз более текучую, ведь она спокойно текла поперек и даже вверх по поверхности. Техническая команда тут же подключила мобильный спектрометр, чтобы изучить состав этой странной субстанции. Приборы не смогли определить ни одного совпадения с элементами из таблицы Менделеева. Образец, снятый с одной из трубок, проявил необычную реакцию на магнитное поле. Жидкость всплывала кверху, повторяя траекторию движения магнита, будто была живой. Ученые срочно вызвали специалистов по материалам. Те подтвердили, субстанция способна накапливать и отдавать энергию, превосходя по емкости лучшие современные аккумуляторные батареи раз в 100. В центре лаборатории стоял круглый стол, составленный из секций с перемычками. На каждой секции виднелись пазы и углубления для установки деталей. Когда один из роботов случайно дотронулся до края стола металлическим щупом, по поверхности с шипением прошел узор светящихся линий. Секундой позже на столе вспыхнул контур объемной голограммы, изящная схема, напоминающая схему модернизированной турбины, только размер был во много раз меньше. Инженер в составе группы сразу заметил, конструкция позволяла преобразовывать кинетическую энергию в электрическую с минимальными потерями. Такой эффект не достигнут ни одним современным генератором. На другом конце лаборатории обнаружились панели управления, утыканные рядами кнопок и рычагов. На 2 из них были вставлены прозрачные вставки, будто из кварца, эти элементы реагировали на тепло человеческой ладони. Короткое прикосновение активировало мерцающие голографические значки, а в воздухе появлялись тексты на неизвестном языке, которые медленно перемещались по траектории, заданной движением ладони. Один из специалистов рискнул провести пальцем вдоль панели, и секция стен внезапно отъехала в сторону, открыв нишу, где хранились небольшие предметы цилиндрической формы, вроде контейнеров. Контейнеры оказались герметичны и не открывались обычными инструментами. Но под действием ультрафиолетового луча на поверхности выстроился цифровой код, который мгновенно считывал встроенный сенсор робота. После активации крышка со щелчком открылась, и изнутри показалась тончайшая пластина, сверкающая всеми цветами спектра. Пластина хранила гравировку в виде сложной схемы, больше всего напоминающей микросхему, только в 1000 раз сложнее, чем известной современной электроники. Электроника оживала при прикосновении к магнитному полю, выдавая слабое, но стабильное электромагнитное излучение. В смежном зале стоял загадочный монолит высотой в 8 футов. Его поверхность была полностью гладкой, но стоило лишь приблизиться к нему, как воздух наполнялся глубоким вибрирующим звуком, который ощущали даже сквозь защитные костюмы. При контакте монолит испускал электромагнитный импульс, сбивавший настройку электронных приборов, а вблизи его основания на миг вспыхнули символы, идентичные тем, что виднелись на найденной ранее карте. Пытаясь зафиксировать источник энергии, инженеры установили вокруг монолита щупы. Они зафиксировали энергетические скачки, сходные с пульсацией сердца, строго через каждую 41-ю секунду. Ощущалось, что монолит либо подпитывает все окружающее оборудование, либо синхронизирован с чем-то, находящимся намного глубже в лабиринте. По соседству в склепе из прозрачного минерала стояли несколько десятков стеклянных сосудов. Внутри плавали объекты, похожие на миниатюрные кристаллы, каждый размером с монету. Специалисты по кристаллографии отметили, что такие структуры не могли быть выращены естественным путем на Земле. Под воздействием лазерного луча кристаллы начинали пульсировать, а через несколько секунд автоматически формировали сложные узоры, реакция которых напоминала работу древних вычислительных машин. Везде в залах находились рельефы и схемы с неведомыми измерениями, деталями и формулами, часть из которых до боли напоминала современные кадры из учебников по ядерной физике. Но самое сенсационное было впереди. Среди обломков одной из панелей робот обнаружил цилиндр длиной в 24 дюйма, внутри которого виднелось кольцо, светящееся призрачным синим. По оценкам, этот прибор генерировал необычайно мощное магнитное поле, и его мощности хватило бы, чтобы запитать целый город. Ближе к выходу из зала комиссию ждал еще один сюрприз. В одной из ниш обнаружили устройство, похожее на медальон с вращающимися секторами. При движении роботизированной руки медальон оживал. Внутри появлялось миниатюрное изображение звездного неба, и точка, непрерывно пульсирующая, указывала на сектор, не совпадающий ни с одной известной звездой или галактикой. Физики тут же подключили дополнительное оборудование, чтобы зафиксировать параметры излучения, и получили данные, не вписывающиеся ни в одну земную схему координат.
Все эти устройства не просто поражали техническим совершенством, но и вызывали бурю споров среди специалистов. Технология казалась слишком продвинутой для эпохи, когда по теории в мире еще царили каменные топоры и наскальные рисунки. Какую задачу выполнял технологический комплекс, и кто обладал такими знаниями, пока никто не мог сказать точно. Но стало ясно одно: то, что экспедиция раскрыла, было далеко не пределом. Ведь уже на следующем этапе исследования в руки команды попали вещи, которые рушили не только традиционные представления о технологиях, но и самые базовые законы физики, знакомые современному человечеству. Когда исследователи заглянули в еще не изученный сектор комплекса, их встретила сцена, не похожая ни на одну из прошлых. Металлические платформы, словно парящие над полом, без всяких опор и окутанные туманом голубого свечения. Подойдя ближе, ученые немедленно заметили, что приборы начинают вести себя странно. Компасы вращаются, датчики гравитации показывают минусовые значения, а все металлические предметы в рюкзаках вдруг тянет вверх, будто их кто-то отрывает от земли. Робот, оснащенный камерой, с трудом удержался на месте, а его металлические детали ощутимо дрожали. Одновременно температура воздуха в этом секторе была стабильной, ровно 68 градусов Фаренгейта, несмотря на внешний мороз, и ни одно стандартное объяснение не подходило. На центральной платформе в окружении неизвестных приборов покоился артефакт, полый куб, каждая грань которого светилась неоновыми линиями. При попытке дотронуться до куба щупом робот моментально потерял управление, а изображение на мониторе раздвоилось. На долю секунды экспедиция увидела себя глазами собственного робота, будто сознание переключилось между операторами и машиной. После мгновения этих странных ощущений связь восстановилась, но теперь куб парил на фут выше прежнего уровня, отбросив тень на ровную поверхность пола, словно не признавая закон притяжения. Пока специалисты пытались записать все аномалии, куб начал издавать звук, ритмичные щелчки, совпадающие с сердечным пульсом человека. Одновременно из его граней вырвались тонкие струи синего света, которые формировали в воздухе сложные геометрические фигуры, точь-в-точь как те, что выведены на старинных таблицах по квантовой механике. Никто из присутствующих не мог объяснить, как артефакт создает сдвоенные проекции, видимые только через инфракрасные камеры. Вдруг вдоль стен зала вспыхнули схематические изображения, словно слайды, мгновенно сменявшие друг друга. На одном — карта звездного неба, на другом — образы существ с вытянутыми конечностями и непропорционально большими головами. Третья проекция показывала процесс создания энергетических лучей, принцип работы которых не укладывался ни в один земной закон. Часть изображений сопровождалась звуковыми фрагментами, щелкающие, резонирующие частоты, после которых на короткое время ощущался металлический привкус во рту. Изучив видеозаписи, акустики нашли в этих сигналах нестандартные гармоники, несвойственные земным источникам. На дальней платформе обнаружился артефакт в виде сферы, окруженной тонким обручем из стекловидного материала. При касании лазером сфера начинала вращаться и парить над платформой все выше, а между обручем и центром загорались спирали из света, которые формировали структуру, напоминающую двумерную проекцию гиперкуба. Инженеры попытались поднести электронный термометр, прибор тут же вышел из строя, а сфера исчезла из видимости обычной камеры, появившись только на экране детектора альфа-частиц. Физик из команды предположил, что здесь происходит какое-то пересечение пространственных измерений. Артефакт реагировал на любой внешний сигнал — звуковой, оптический или магнитный, и каждый раз выдавал совершенно разные эффекты. Либо исчезал, либо раздваивался, либо менял свой блеск на красный, либо бледно-желтый. Рядом был найден кристалл, обернутый в сетку из тончайших металлических нитей. Когда его взяли в руки в перчатках, кристалл начал испускать узкий луч, который без препятствий проходил сквозь металл и камень, не оставляя следов, но мгновенно изменяя цвет всех рядом лежащих предметов. Все это снимали на видео с нескольких камер, включая инфракрасную, ультрафиолетовую и радиолокационную, и на разных частотах происходящие эффекты выглядели совершенно иначе. В самом центре зала стояла платформа, на которой монтировался необычный прибор. Вроде зеркала, но вместо отражения на его поверхности появлялись быстро сменяющиеся символы на незнакомом языке, а еще выше в воздухе возникала карта, на которой отмечено множество точек. Прибор работал только при совместном воздействии двух артефактов — синего кристалла и медальона с вращающейся схемой, найденных ранее.
Как только оба устройства устанавливали на платформу, зеркало оживало, а над ним в воздухе открывалась проекция трехмерной модели, где кристаллы из прозрачного холста соединялись нитями света с расположением звезд не в привычном нам небе, а в совершенно иной системе координат. Инженеры пытались записывать все параметры — излучение, частоты, магнитные поля, реакции артефактов, и все происходящее фиксировалось сверхчувствительной аппаратурой, которую специально доставили для экспериментов. Несколько специалистов сравнили эти эффекты с теми, что наблюдаются у современных сверхпроводников в условиях абсолютного нуля, только здесь все работало при обычной температуре. Искусственная левитация, трансформация материи, передача изображений через пространство — каждый опыт противоречил знаниям современной физики. Последний шок ждал исследователей у самого выхода. На столе лежал тонкий диск, окруженный миниатюрными зеркалами. Как только на диск попал луч ультрафиолета, зеркала начали вращаться, а на поверхности отразился движущийся символ, схожий с орбитой неизвестной планеты. В этот момент в зале зафиксировали всплеск радиации, полностью безопасный для людей, но мгновенно обнуляющий файлы на всех цифровых носителях, кроме защищенного аналога. После этой аномалии исследователи окончательно убедились: часть артефактов комплекса не просто не принадлежит Земле. Их конструкция, материалы и поведение невозможно объяснить ни одной теорией знакомой науке. С каждым днем находок становилось все больше, а новые артефакты продолжали удивлять, будто подстегивая команду к следованию все глубже по лабиринтам комплекса. Однако именно в этот момент вокруг экспедиции начало происходить нечто странное. Не только техника стала выходить из строя, но и за периметром лагеря появились неизвестные люди, идущие на все, чтобы контролировать доступ к этим открытиям. Первая тревожная перемена случилась на третьи сутки после обнаружения комплекса, когда с исследовательской базы внезапно исчезла связь через спутниковый канал. Оборудование работало безупречно, но сигнал глушился невидимым источником. Команда, привыкшая к жесткому протоколу безопасности, тут же подняла тревогу. Группа охраны заметила вертолет с опознавательными знаками, которых не значилось ни в одном реестре участников экспедиции. На борту находились люди в одинаковых белых костюмах, лица были закрыты масками с поляризационным стеклом. Они не выходили на связь и не реагировали на попытки переговоров, только зависли в миле от лагеря, прямо над ледяной трещиной. Через час возле периметра базы появились две вездеходные машины, брендированные логотипами какой-то частной компании, которую никто из международных экспертов не знал. Из машин вышли люди в черной экипировке, показали документы, якобы выданные Государственным агентством США, и выразили желание провести инспекцию на предмет экологической безопасности. Руководитель проекта, привыкший к плановым проверкам, сперва согласился на общий осмотр. Уже через 20 минут стало ясно: гости стараются попасть не в технические помещения, а к хранилищам, где лежали образцы артефактов и части сложных устройств. Тем временем ученые, работающие под льдом, сообщили по внутренней линии. В системе жизнеобеспечения комплекса появились посторонние сигнатуры. Датчики зафиксировали движение тяжелых грузов по тайному тоннелю, обнаруженному случайно. Его никто не строил из официальной группы экспедиции, а материалы стен не совпадали ни с одним известным строительным стандартом. Специалисты-электронщики внезапно обнаружили, что отдельные архивы с образцами данных оказались зашифрованы не их паролями, а внешней защитой, внедренной с помощью удаленного сигнала. Было видно, кто-то намеренно блокирует доступ и перехватывает отчеты до отправки их в лаборатории. В этот же вечер сразу несколько сотрудников сообщили о странной активности в лагере. Ночью над горизонтом вспыхнули точечные огни, двигавшиеся строго в строю. Камеры наблюдения, направленные в сторону антарктических скал, автоматически отключились, а в архивах видео остались лишь искаженные кадры без звука. Главный инженер заметил, что на одном из снятых фрагментов появляются силуэты, напоминающие людей в маскировочных костюмах, которые разгружают ящики через вспомогательные люки ледника прямо в грузовые санки. К утру связь с внешним миром была полностью захвачена. Командные устройства принимали лишь короткие сообщения, касающиеся состояния здоровья работников. Попытки отправить фото находок и сканы артефактов по защищенному каналу блокировались. Выяснилось, что на периметре лагеря установили мобильные генераторы подавления радиосигнала, создающие широкополосное глушение. Оставалась только резервная лазерная линия, которую группа быстро модернизировала, направив сигнал на корабль снабжения в 3 милях от берега. Следующим этапом стала проверка персонала. Группу вызвали в бункер на внеплановую медкомиссию.
На входе из потишка изъяли электронные носители, ноутбуки, даже ручные дневники под предлогом создания цифрового архива. В лаборатории, куда временно не допускали никого без особого значка, сменился персонал, появились люди с военными нашивками без фамилий и имен. Они собрали ключевые находки — карту, пару технологических деталей и кристалл, и разместили их в сейф-контейнерах с биометрическим замком. Несколько исследователей, не пожелавших участвовать в добровольной передаче данных, оказались в отдельном секторе под предлогом проверки на вирусы и патогены. На допросах их расспрашивали только о двух вещах — точных координатах центрального зала и количестве копий, сделанных с проекцией таинственных карт и схем. Параллельно в зоне выхода к ледяному тоннелю развернули мобильную станцию для утилизации улик. Все контейнеры и образцы, которые не удалось незаметно вывести, уничтожались ускоренным термическим способом. Один из инженеров тайно передал информацию по лазерной линии. За 12 часов с базы вывезли не только физические образцы, но даже часть оборудования для анализа кристаллов и генераторов энергии. Записи, сделанные на резервных аналоговых носителях, пытались незаметно вынести во внешние модули, но при досмотре обнаружили и конфисковали. При этом команду предупредили, любое нарушение режима безопасности повлечет экстренную эвакуацию без возврата и запрет на дальнейшее участие в проекте. На следующий день часть исследователей, имевших опыт работы с секретными объектами, заметили, на базе появились незаметные кураторы под видом ремонтников. Их задачи явно не ограничивались обслуживанием техники, они отслеживали маршруты перемещения, составили списки допущенных к особо важным зонам и вели скрытое наблюдение через портативные камеры и микрофоны. Любое упоминание о находках, даже намеком, тут же вызывало у сотрудников требование прекратить обсуждение темы. Позже выяснилось, архивы с видеозаписями артефактов уже были отправлены в отдельный закрытый аналитический центр, где допуск имели всего несколько человек. Попытки международных коллег получить доступ блокировались ссылками на угрозу национальной безопасности. Несколько контейнеров с образцами странных кристаллов вывозились на специально оборудованном самолете, который взлетел с ледового аэродрома за полночь, в полной темноте, без огней и транспондеров. Остальные предметы по протоколу утилизировали, официально, чтобы не допустили утечки. Несмотря на жесткие меры, технической группе удалось сохранить одну копию фрагмента проекции карты, переданную через спутниковый телефон в нейтральные воды. Часть экспедиции была вынуждена подписать соглашение о неразглашении, а доступ к территории был заблокирован до конца полярной ночи. За последние сутки находки древних технологий и следов цивилизации оказались под контролем неизвестных структур, а сама экспедиция официально досрочно завершила работы по причине экстремальных погодных условий. Однако даже под плотной завесой секретности среди компрометированных данных проскакивали ключевые подробности. О наличии комплексов глубже основного зала, о странных порталах и инструментах, которыми никто на базе не умел управлять, о барельефах с изображениями существ, не похожих на людей. По слухам, отдельные артефакты уже перевозились для изучения за пределы Антарктиды. Все указывало на то, что кто-то давно был готов к подобному открытию и сделал все, чтобы правда не вышла наружу. Но в лабораторных журналах экспедиции остался вопрос, если эти находки столько лет скрывались подо льдом, кто же были те, кто оставил их здесь, задолго до первого шага человека на Белом континенте? В попытке разобраться, кто мог построить комплекс под антарктическим льдом и оставить после себя следы невозможных технологий, команда начала собирать разрозненные улики, незамеченные в первую волну исследований. Изучая барельефы на стенах лабиринта, археологи заметили повторяющуюся деталь. Рядом с фигурами существ с вытянутыми головами изображались сцены, где они обучают небольшие группы людей обработке металлов и работе с энергетическими сферами, похожими на найденные артефакты. Все действия идущих за ними фигур были строго структурированы: ритуалы, передача предметов, сборы вокруг дискообразных устройств. На одном из рельефов четко выведена сцена, где группа существ вычерчивает на песке сеть каналов, почти идентичных тем, что были выгравированы на пластине-карте из купольного зала. Исследователь-лингвист отметил, что в орнаменте повторяется мотив солнца, вписанного в сложную спираль. Такой же символ встречался только в древних храмах Южной Америки, но здесь детали исполнения расходились с известными цивилизациями. В узком туннеле в восточном крыле комплекса спелеологи нащупали нишу, скрытую за сдвигающейся панелью.
Внутри разместилась группа глиняных табличек. Их прочесть не удалось, но инфракрасный скан выявил на поверхности отпечатки необычных пальцев. Следы не были похожи ни на человеческие, ни на обезьяньи, а рисунок кожного узора напоминал структуру кристаллов. Одна из табличек при нагреве от руки начала менять цвет. Сначала проявился контур ящера с короной на голове, вокруг которого вились змеи, затем сцена охоты, где несколько человек с примитивными копьями окружают существо, скрытое в тени громадного дерева или гриба. Так археологи получили первую косвенную улику. Те, кто оставил эти таблички, явно отличались от Homo sapiens не только внешностью, но и образом жизни. Дальше, в секции, где стены были покрыты стекловидным сплавом, команда биологов обнаружила вмороженные в лед фрагменты органики. Тонкие волосы, куски ткани неизвестного происхождения, даже чешуйчатые пластины прочнее стали. Под действием лабораторного лазера один образец издал запах, похожий на смесь кедра и аммиака. Проведя экспресс-анализ, специалисты зафиксировали набор аминокислот и белков, которых нет ни у одного современного млекопитающего или рептилии. Химики из команды подтвердили, найденный белок способен выдерживать температуру ниже минус 100 градусов Фаренгейта и сохранять гибкость структуры. Кроме этого, под микроскопом волокна напоминали синтетические ткани, но были полностью органическими. В южном коридоре, где ранее находились загадочные приборы и кристаллы, исследователи с помощью спектрального анализа составили карту отпечатков ДНК, случайно оставленных на металлических панелях. Результаты шокировали. Генетический код совпадал с человеческим лишь на 30%, а прочие участки были ближе к морским обитателям и даже грибам. В уникальных последовательностях генов присутствовали стойкие нити, типичные для организмов, способных выживать при экстремальных перепадах давления. Генетики предположили, что обитатели комплекса могли легко переносить давление многометрового ледяного купола и не страдали от холода. Дальше по лабиринту, на глубине ниже всех ранее исследованных залов, инженерная группа спустилась в помещение, больше похожее на ангар для посадки огромных транспортных судов. На полу сохранились следы от массивных объектов, словно волочащихся по поверхности сплава. В одном из углов все приборы вдруг зафиксировали резкую вспышку магнитных волн, а стены начали светиться мягким янтарным светом. Через несколько мгновений в центре ангара из-подо льда поднялась платформа, на которой была установлена прозрачная капсула. Внутри нее лежала мумия неизвестного существа, ростом чуть выше 6 футов, с крупным черепом округлой формы, длинными тонкими конечностями и кистями, состоящими из 3 гибких пальцев. На груди мумифицированное тело носило диск с инкрустацией, повторяющей символику солнца и спирали. Медицинская команда немедленно провела спектральное сканирование, не нарушая целостности оболочки. Состав тканей подтвердил необычное строение. Ни одна клетка не содержала нуклеиновых кислот, типичных для земных организмов, но в структуре присутствовали кристаллические решетки, похожие на структуру искусственных полупроводников. Волосы существа были словно оптоволокно. Каждая нить светилась слабым голубым светом от малейшего прикосновения ультрафиолетового луча. При этом из груди исходил легкий импульс. Внутри диска все еще работало миниатюрное энергетическое устройство. Рядом с капсулой команда обнаружила металлический жезл с выгравированными орнаментами, часть которых перекликалась с барельефами на входных дверях комплекса. Когда его поднесли к капсуле, внутри устройства зажглись световые дуги, а в воздухе прокатился слабый разряд. Мгновенно в зале активировались голографические проекции, сцены строительства, перемещение колонн по широким каналам, посадка дискообразных аппаратов в пустынном ландшафте. Одна из сцен показала момент, когда существа в царских коронах покидают антарктический город, оставляя после себя группу людей с копьями и факелами. Некоторые голограммы сопровождались надписями, которые со временем удалось частично перевести как «наставники», «перемещения» и «врата». В этой же секции в боковой нише осталась небольшая металлическая пластина со встроенным магнитным кристаллом. Когда ее активировали, на поверхности проявилось изображение. На фоне пылающего неба стояли существа ростом 2,5 метра, окруженные людьми и зверями, которых нет ни в одной известной фауне планеты. В руках у одного из них книга, на обложке которой выгравирован стилизованный земной шар, но материки на нем отличались от современных очертаний. Кульминацией всех находок стал момент, когда один из инженеров заметил, все уцелевшие устройства, таблички и даже мума были отмечены лазерной меткой, активной в инфракрасном диапазоне.
На метке проступал тот же символ, что повторялся на карте и барельефах — спиральное солнце. Археологи определили, что комплекс составлен расой существ, обладавших знаниями о материках, которых давно нет, способных передавать информацию и технологии людям за тысячи лет до появления письменности. Они построили сложные коммуникации, учились манипулировать материей и по всему наблюдали за развитием человечества со стороны. Секретные операции, глушение связи и исчезновение артефактов не помешали главному. Собранные доказательства убедили даже самых скептичных среди ученых. Комплекс подо льдами Антарктиды построен существами, которые сочетали в себе знания инженеров, биологов и астрономов, не имеющих аналогов в современной истории. Среди унесенной военными информации осталась главная загадка. Кем были эти существа, как долго они жили на Земле и почему исчезли, оставив свой город под вечным льдом? Знания, обрывки технологий и хрупкие улики навсегда изменили представление о прошлом планеты и открыли новую страницу, где наш вид уже не кажется единственным наследником древнего разума.